Какими способами я могу за 3 месяца самостоятельно улучшить свои знания английского, чтобы перейти на уровень Upper Intermediate? Когда способ найден, предположим, мы выбрали курсы уроков Дмитрия Петрова на Фейсбуке, самое время делать из изучения игру. Что именно мы делаем? Первое. Разбиваем процесс на этапы. Второе. Каждому этапу присваиваем уровень. Третье. Находим компаньона, потому что соревновательность всегда привносит больше динамизма, эмоций, а значит лучше вовлекает и работает на результат. Если нет реального компаньона, вы все равно будете соревноваться, но с самим собой. Четвертое. Определяем бальную систему, систему оценки прохождения игровых этапов. Пятое. Определяем так называемые реперные точки, в которых будет производиться оценка. Шестое. Теперь самое интересное. Метафоры игры, ритуалы, сюжет, роли. Какая тема вне рамок вашей обыденной жизни для вас близка, будоражит воображение? Средиземье, космос, история, искусство, спорт. Возьмем для примера спорт. Я выбираю метафору «Подъем в гору». Роль – Лара Крофт. Сюжет самый простой. Я поднимаюсь в гору с тяжелым рюкзаком, чтобы найти на вершине тайный скрижаль, на котором начертано нечто, конечно же, по-английски. Как только я прочту предначертание, я обрету магическую силу понимать фильмы на английском и чувствовать себя уверенно в любом путешествии. Если же я вернусь вниз, меня ждет позор и презрение моих близких. Я буду обречена носить на груди табличку с надписью «Жалкая ленивая трусиха». Облекаем теорию в практику. А самые интересные подробности в материалах курса. Итак, первое. Делим наш путь в гору на отрезки, так, чтобы каждый из них равнялся одному дню пути, то есть обучению. Второе. Не забываем о ритуалах, особенно вхождения в игру и выхода из нее. Кто-то плюет 3 раза через плечо, а я пишу на листочке свое заклинание English Forever. Третье. Обязательно хвалим себя, даже если выполнили не всю программу. Например, так. Ай да, Ларочка, ай да умница, целых 20 слов сегодня выучила. Могла бы и 25, но завтра наверстаешь, я в тебя верю. Процесс в нашем примере – изучение уроков. Дробим их на мелкие отрезки-переходы, где один переход равен 1 дню вашей работы. Если мы играем с компаньоном, обмениваемся с ним своими достижениями и делимся трудностями. То, что вы успели больше или запомнили лучше, добавит вам гордости и энергии. То, что вы отстали на каком-то отрезке, разбудит в вас здоровую спортивную злость и добавит энергии в достижении цели. И помните, это ваш компаньон, а не противник. Вдвоем идти легче, веселей. Помогайте друг другу. Баллы. За каждый участок горы, на которую мы карабкаемся, то есть за каждый пройденный урок, мы присваиваем себе, например, 3 балла. Можно визуализировать наш путь, буквально нарисовать на ватмане или в соответствующем редакторе у себя на компьютере свою гору, сияющую вершину, этапы, изобразить себя, прекрасную бесстрашную Лару Крофт, например, красной кнопочкой, неуклонно перемещающуюся вверх, преодолевающую все сложности. Как вы понимаете, ваш компаньон будет второй кнопочкой на этой, в кавычках, карте территории вашего изучения английского.